Итак, всем привет! Сегодня мы разберем чемпионат мира по скалолазанию в дисциплине болдеринг, который прошел в Москве в 2021 году. В финал попали Алексей Рубцов, Анжи Пехарк, Маркус Нимрод, Фуджи Кокора, Мануэль Карну и Тумаа Нарасаки. С шестым результатом попадает в финал Алексей Рубцов, у него 2 топа и 3 зоны в полуфинале. Этого результата хватило, чтобы занять 6-е место, и поэтому он лезет первым. Первая трасса, как окажется дальше, будет одна из самых тяжелых трасс, и, конечно же, многих спортсменов это сильно демотивирует, когда выходишь на первую трассу и не можешь залезть даже до зоны. Посмотрим в замедленном видео, что именно не получилось Алексея. Правой ногой он толкается вверх, левой ногой не притягивает всех к скалодрому, левой рукой берет пассив сверху, в отличие от Фуджи Кокора, который будет брать в щипок, правой рукой берет зацепку, левую не скидывает вниз, продолжает давить левой рукой пассив, за счет чего поднимается выше и не хватает силы, чтобы удержать на согнутой руке зацепку, из-за этого падает. Если бы левой рукой зажал в щипок, больше компенсировал нагрузки на правую руку, за счет чего вероятность удержаться правой рукой была выше. Алексей остается без зоны, а мы переходим к следующему участнику, Анжи Пехарк, Словения. Пытается пролезть альтернативным раскладом, подставляя левую ногу и взяв пассив, но из-за того, что центр тяжести слишком высоко, пассив не работает. Плюс в замедленной съемке мы увидим, что левая нога соскальзывает. На следующей попытке пытается сделать как Алексей, левый, правый и перекинуть ногу направо, но плохо себя притягивает правой рукой, его не раскручивает, а без упора правой ногой в стенку удержать такой щипок не получится. На старт выходит Нимрод Маркус, Израиль. За 4 минуты попробует несколько раскладов. Первый вариант пытается зарукоходить в начало, но выскальзывает из-за того, что плохо себя притянул к стенке. Второй расклад сдвоится, но пассив очень плохой, подготовщики продумали. И третий расклад был правильный, пытался сделать левый-правый, но из-за того, что делал очень часто попытки, сил не хватает и щипок не удерживает. Для тех, кто не смотрел Кубок Японии, в правом верхнем углу будет подсказка, переходите, посмотрите после того, как посмотрите разбор чемпионата мира. Увидите, насколько сильный Кокора Фуджи. На соревнованиях в Японии он падает на первой трассе, неудачно, травмируется и выигрывает соревнования с одной ногой. Здесь он легко зарукоходил трассу, обратите внимание, правой и левой рукой зажимает щипок, статично, аккуратно залазает, только потому, что хватает сил зажать эти пассивные щипки. Я уверен, что подготовщики планировали расклад, которым пробовал Алексей Рубцов, и даже не догадывались, что кто-то сможет зажать настолько плохие зацепки на таком нависании. Финиш оказался тоже не самым простым, очень интересный. Кокора не хочет тратить попытку, пытается сделать аккуратно, дотягивается правой рукой, правой и левой ногой распирается, чтобы не соскочили ноги. И давайте еще раз посмотрим замедленное видео. Правой рукой берет пассив, притягивает себя телом к стенке, левой рукой зажимает щипок, стабилизируется, подставляет левую ногу, и дальше уже нет никаких проблем долезть до финиша. На финише стоит хорошая зацепка, но не забывайте, она наклонена вертикально вниз, поэтому на ней нельзя повиснуть. Предпоследний участник на первой трассе – Мануэль Карну, Франция. Так же, как и Маркус Нимрод, пытается поставить ногу, чтобы не рукоходить на второй пассив, зная, что он очень плохой. Но из-за того, что он поднимает ногу, центр тяжести смещается, сейчас хорошо видно, таз ушел далеко от стены, нога соскальзывает и пассив очень трудно удержать. Спустя несколько попыток пробует альтернативный расклад, подцепиться носками кверху ногами, но такой расклад тоже ни к чему не приводит. Последний участник финала, Япония, 25 лет. Первая и очень продуктивная попытка. Я думал, со второй попытки точно залезет. Левой рукой не зажимает щипок, берет пассив. Правой рукой очень хорошо держит, но и выкидывает в последний момент, когда ударяется об стенку. Пробует еще несколько попыток, но расклад не меняет. Также пытается левой рукой зажимать пассив, и таким раскладом пролезть не получается. Давайте посмотрим в замедленной съемке, почему именно не получается. Притягивает таз к стене, левой рукой берет пассив, и как только берет уже щипок, правой рукой помогает себе вытолкнуться, тело уходит очень далеко назад, правой ногой не долетает до белой стенки, пытается упереться в серую, а в нее упереться очень тяжело. Не получается гасить маятник, его начинает обратно разворачивать, а помимо этого центр тяжести смещается правее, и получается, что щипок уже держит не в откидку, а прямо в щипок, из-за чего становится удержать намного сложнее. Если правой ногой упереться в белую плоскость, то получается щипок держит больше в откидку. Итак, промежуточные результаты финала. Первое место
Кокара Фуджи, 1 топ, 1 зона с первой попытки. Томоа Нарасаки, Мануэль Карну, Нимрод Маркус, Анзе Пехарк и Алексей Рубцов занимают 2, 3, 4, 5 и 6 место соответственно, без топов и без зон. Это хорошо показывает, что трасса была достаточно специфичная, и только одному участнику получилось ее залезть, и то на флеш. Переходим ко второй трассе, на ней стартует Алексей Рубцов. Трасса динамичная и очень интересная, потому что большинство спортсменов залезли разными раскладами. Посмотрим замедленные съемки. У Алексея выстреливает правая рука, из-за этого падает. Еще чуть поближе. Но он не растерялся и залез ее со следующей попытки. Как вы можете заметить, у Алексея на футболке написано CFR, Climbing Federation of Russia, и это не просто так. Дело из-за того, что совсем недавно, несколько лет назад, Россия была замешана в допинг-скандалах, и поэтому на несколько лет отстранили Россию от выступлений на соревнованиях только на чемпионатах мира и Олимпийских играх. На Кубках мира и других этапах можно выступать от России, а на чемпионатах мира и Олимпийских играх можно выступать от команды, например, Федерация скалолазания России или Олимпийский комитет России, как выступали на Олимпиаде. На трассе лезет Анзе Пехарк, у него был очень интересный расклад. Чтобы прийти на зону, он прыгнул со старта на 2 руки и потом вылетел также на 2 руки. Сейчас посмотрим в замедленной съемке еще раз. Чтобы легче было сдвоиться на пассиве, он выталкивается налево сначала, сдваивается, когда центр тяжести находится чуть левее, и как только его начинает выкидывать направо, он сразу же за телом перелетает на зону 2 руками. Нимрод Маркус пытался правой рукой удержать зону, как Алексей Рубцов, но почувствовал, что не успевает поставить правую руку. На следующей попытке попытался удержаться на 2 руках, почти удержался, слишком сильный был маятник, и на следующей попытке удерживает предзоновую зацепку 2 руками, за счет того, что лопатки выгибает назад и старается центр тяжести держать как можно ближе к зацепке. Дальше аккуратное лазание, и когда лез Алексей, казалось, что финиш достаточно простой, но Маркус допускает серьезную ошибку, ставит правую ногу на левую, и когда левую пытается вытащить из-под правой ноги, упирается не в трение, а в скользкую плоскость. От неожиданности слетает и, к сожалению, трассу не проходит. Я немного добавил замедленного видео и приблизил. Теперь намного понятнее, что произошло. Времени на еще одну попытку не хватает, но я уверен, со следующей попытки он бы смог залезть в эту трассу, потому что знал уже все нюансы. Кокара Фуджи, единственный участник, который залез в предыдущую трассу, сможет ли он зафлешить ее? Не получилось удержать пассив, тоже хотел удержать его 2 руками. Это довольно распространенная ошибка сильных ребят, у которых очень хорошо работают пальцы. Они пытаются всегда лечь более статично и без рисковой динамики. На зоне не отдыхает, сразу дотягивается до пассива, перекидывая ноги налево. В отличие от Алексея, колено не подклинивает и сразу же берет финиш достаточно уверенно, залазит трассу со 2 попытки. На старт выходит Мануэль Карню, Франция. У французов есть специальный скалодром для сборной Франции, на котором они отрабатывают всякие координационные сложные движения. Поэтому у французов очень хорошо с прыжками и подобной динамикой. Мануэль залазает до зоны с 1 попытки, получится ли у него флешануть эту трассу, не отдыхает на зоне, берет подхват, перекидывает ноги. И остается последнее движение, это аккуратно перевалиться. Чтобы легче перевалиться, левой ногой чуть-чуть поджимает зацепку, чтобы центр тяжести сместить налево, и легко финиширует. Последний участник на второй трассе, Томоа Нарасаки. Крупным планом нам показывают правую стартовую зацепку, насколько она маленькая и плохая. Нарасаки видно, что нервничает, ненадежно прыгает. Хотел левый-правый удержаться на зоне, но со 2 попытки легко удерживается на предзоновой зацепке, так же как и предыдущие спортсмены не отдыхает на зоне, легко перекидывает ноги, подставляет правую, чтобы легче было перевалиться на финишную зацепку, и дотягивается с правой ноги, и только после этого меняет ноги. Вторая попытка. Посмотрим на замедленной съемке, как прыгает Нарасаки. Обратите внимание, что руки у него почти согнуты. То есть, чем сильнее вы согнете руки, тем меньше вас будет выкидывать. Именно поэтому Маркус Нимрод с 1 попытки упал. На 2 попытке он тоже подогнул локти чуть побольше, а Нарасаки по сравнению с ним еще сильнее притянул себя к стенке. По результатам 2 финальных трасс Кокара Фуджи лидирует. 2 топа, 2 зоны, 3 попытки. Второе место занимает Мануэль Карну с 1 топом на флеш.
Алексей Рубцов занимает 3 место, 1 топ со 2 попытки. Томоа Нарасаки 1 топ со 2 попытки. И Нимрод Маркус Анджей Пехарк занимает 5 и 6 место с 1 зоной. Если вам понравился обзор соревнований, вы можете подписаться на мой Patreon канал, ссылка будет в описании. Мне очень приятно, что вы смотрите, и благодаря вашим подпискам я могу больше времени уделять на развитие канала и озвучке подобных соревнований. $1 это немного, но поверьте мне, это действительно может помочь в развитии моего канала. На 3-ю мужскую трассу выходит Алексей Рубцов. Трасса в его любимом стиле. Это лежачка, вертикаль, по плохим зацепкам. Алексей обладает очень хорошей растяжкой, поэтому на вертикалях ему очень комфортно располагаться, очень хорошо задирает высоко ноги. Посмотрим, получится ли у него пролезть эту трассу. С первой попытки добираются до зоны, и остается самое трудное. Нужно перенести ноги направо, чтобы аккуратно упасть на финишную зацепку. Непонятно, почему Алексей спрыгнул. Возможно, устало левое плечо. И, возможно, понял, что неправильно полез, правую ногу высоко не подставил. Очень хорошая была попытка на финиш, но слишком быстро переваливается на последнюю зацепку и его выкидывает. К сожалению, финиш не берет. На старте Анзе Пехарк. Посмотрим, получится ли у него пролезть эту тяжелую трассу на вертикале. Очень часто бывает, что на вертикале получаются одни из самых тяжелых трасс. Очень часто встречается баланс, и когда спортсмен начинает нервничать, баланс не получается пролезть. Чем больше он нервничает, тем хуже становится. И по итогу все участники не пролазают достаточно простую трассу. Также обратите внимание, у Анзе замотаны почти все пальцы, потому что не стерты до крови. Не получается пролезть. Следующая попытка у Нимрод Маркуса. Почти получилось сделать ключевое движение, поставить правую ногу под зону, но как только берет зону, и он начинает раскрывать, и он вылетает. Подлатывает еще раз к этому месту, но на этот раз берет зону левой рукой, специально чтобы ему засчитали зону, и также не пролазает трассу. А на финальную трассу под номером 3 выходит Кокара Фуджи. Недавно, перед чемпионатом мира, он выкладывал в сторис в Instagram видео, где он ходит на планочках 3 или 4 мм рукоход. Как по кампусу, достаточно легко выглядит. Так что, думаю, для него эти цепки кажутся очень хорошими. Дотягивается до зоны правой рукой и легко подставляет ноги наверх. Обратите внимание, как плавно он переваливается направо, сжимая ногами на компрессию 2 зацепки. И финиш с первой попытки. На трассу выходит Мануэль Корню. Легко принимает старт и правой рукой сразу же дотягивается до предзонной зацепки. Дальше аккуратно пытается затянуться правой рукой, понимает, что не дотянется. Нужно подставить сначала ногу наверх, на черный рельеф, иначе выкинет. После того, как поставил ногу, сразу дотягивается до зоны и ему засчитывают зону. Чем выше встаешь, тем легче будет поменять ноги. На этой попытке недостаточно высоко встает, больше в откидку пытается. И как только начинает вставать, пытается второй рукой помочь себе продержаться. Но из-за этого его начинает разворачивать и он падает. На следующей попытке встает и меняет ноги, при этом держится левой рукой за актив и пытается правой ногой дотянуться до последней ножной зацепки, ставит ногу слишком высоко и плохо сдавливает 2 ногами. Обратите внимание, что левое колено на левой ноге смотрит вправо, хотя должно смотреть влево, чтобы мог ногами обжимать зацепки. На последних попытках совершает такую же ошибку, левое колено смотрит вправо, из-за этого нога соскальзывает, и когда остается 3 секунды, решил динамить, хотя тут важно перевалиться, потому что последняя зацепка, она довольно плохая. Последний участник на 3-й мужской финальной трассе Томоа Нарасаки. Посмотрим, получится ли у него залезть в трассу на флеш. Долго чистил, и не зря, потому что здесь очень важно, насколько хорошее трение у зацепок, чтобы нога случайно не соскользнула. Слишком динамично делает на зону, со следующей попытки делает более аккуратное движение и очень легко встает, подставляя правую ногу на предфинишную зацепку. Теперь обратите внимание, левое колено смотрит налево, ногами обжимает зацепки и аккуратно, очень статично дотягивается до финишной зацепки. Еще раз посмотрим в замедленной съемке, как у него получилось подставить левую ногу. За счет того, что делает маятник левой рукой и одновременно с этим подтягивает ногу, центр тяжести не изменяется, потому что левой рукой создается инерция. Дальше поднимает правую ногу повыше, чтобы поднять левую ногу. И затем правой ногой аккуратно переваливается на правую предфинишную зацепку. Промежуточный расклад после мужской 3-й трассы. Кокара Фуджи лидирует, 3 топа, 3 зоны, 4 попытки. Томоа Нарасаки занимает 2 место, Мануэль Корню 3, Алексей Рубцов 4 место, Нимрод Маркус 5 и Анджей Пехарк 6 место с 1 зоной. На последнюю финальную мужскую трассу выходит Алексей Рубцов, Россия. Решил стартануть лицом с скалодрома, нога соскочила, потому что попала на скользкую часть.
Следующая попытка стартует лицом к зрителям. Интересный, но довольно трудный вариант. Не получается у него разложить трассу, поэтому стартует еще раз первым вариантом спиной к зрителям. Одно из самых трудных движений — это взять черный мизерок, который очень легко Алексей берет, и после этого прыгнуть на зону. Она прикрыта, сверху скользкая зацепка. Очень хорошо зону взять не получится, потому что ее нельзя заковырять. И после этого очень тяжелое физическое движение, резкое вставание на финиш. Очень важно четко попасть левой ногой в рельеф и как можно выше встать. За счет этого нога будет лучше работать и подхват получится зажать. Еще раз посмотрим замедленной съемки первую попытку Алексея взять финишную зацепку. Правой рукой попадает в трение, после чего перекидывает левую ногу на рельеф. Лучше поставить ногу чуть-чуть пониже. И левой рукой промахивается и попадает прямо по правой руке, пытается перехватить, но его выкидывает. Вторая попытка также подлазает к финишу, левой рукой промахивается, попадает на скользкую часть, не получается сгасить первоначальную инерцию. И левую руку выкидывает, и вслед за ней выкидывает и Алексея. На часах 47 секунд остается, нужно долезть до финиша, чтобы занять 4-е место. Алексей еще может побороться за 3-е место, если Томоа Нарасаки не получится долезть до финиша. Очень уверенно делает на финиш движение. И обратите внимание, сильно концентрируется на левой руке. За счет этого, когда берет подхват, тело все еще остается слева и достаточно много времени остается, чтобы перекинуть руку на подхват. Также обратите внимание, на супер замедленной съемке видно, что левую ногу он намного быстрее переносит, и за счет этого намного быстрее и встает в подхват. Именно поэтому ему было легче удержаться на последней попытке. На старт выходит Анзе Пехарк. Напомню, что у него были все пальцы замотаны еще на предпоследней трассе, и сейчас ему будет очень тяжело лезть по маленьким зацепкам. Посмотрим, получится ли долезть до зоны. Если вы когда-нибудь стирали пальцы так сильно, что приходилось использовать пластырь, чтобы не текла кровь, представьте, насколько тяжело ему прыгать на плохую зону. Первую попытку он промахивается, но на второй попытке он делает более аккуратное движение, больший вес оставляет на левой руке и попадает в зацепку. Еле дотягивается до предпоследней зацепки, и остается самое трудное движение — это прыгнуть на финишную. Но очень плохо ставит ногу, она съезжает, и, к сожалению, Анзе не финиширует трассу. А на трассу выходит Нимрод Маркус, Израиль. Мы уже знаем, как делать начало, поэтому я ускорил 3 раза. Подлазает предзоновой зацепки, держит ее левой рукой. Решил не статично подставлять ногу, а подвисает. Прыгает, но берет пассивным хватом, не удерживается. Второй раз также прыгает и не получается попасть в зацепку. Видно, что сил у спортсмена уже не так много, не может компенсировать этот прыжок за счет левой руки и не пролазает трассу. Зону также не засчитали. На старт выходит лидер соревнований Кокара Фуджи, единственный спортсмен, который залез в 3 трассы. Посмотрим, получится ли у него залезть в 4 из 4 трасс. Не дотягивает с первой попытки, не той рукой пошел на зону. Решил пойти на нее сразу из упора, а так не получится, зацепка слишком далеко. На второй попытке понимает, что не дотянется сразу до зоны, поэтому сначала левой рукой упирается в конус, после этого уже правой рукой берет черненькую зацепку, сдваивается, сил хватает, чтобы сразу из этого положения прыгнуть на зону. Легко удерживается. Такие зацепки для Кокара Фуджи достаточно хорошие. Сделает ли он финиш статично, хватит ли силы пальцев? И да, ему хватает силы пальцев, легко и очень аккуратно финиширует. Пролез трассу со второй попытки и одним из самых сложных раскладов, без динамики в конце. На старт выходит Ману Карну, предпоследний участник на 4-й финальной мужской трассе. Также лицом стартует к зрителям, спиной к скалодрому. С нижней ноги дотягивается до активника, подставляя ногу, аккуратно прыгает на зону. Пальцы у всех французов достаточно сильные, легко дотягиваются до предфинишной зацепки. Хватит ли сил удержать финишную зацепку, и с динамики, с очень сильного маятника легко удерживает финишную зацепку и залазает эту трассу на флеш. Последний участник соревнований Томоа Нарасаки. Думаю, без проблем залезть в эту трассу. Если с первой попытки он сейчас не возьмет зону и не сможет пролезть вообще трассу, то Алексей Рубцов занимает 3-е место. Томоа легко дотягивается до зоны и... удерживает финиш, залазает трассу с первой попытки. Нарасаки занимает 3-е место и Алексей Рубцов, к сожалению, 4-е место. В
Финальный результат мужчин с финала чемпионата мира 2021. Кокра Фуджи занимает первое место, Томоа Нарасаки занимает второе место, Мануэль Карну третий, Алексей Рубцов четвертый, Нимрод Маркус пятое место и Анзе Пехар шестое место. Обратите внимание, что первые два места занимают японцы и как красиво разложились. Первое место 4 топа, затем 3 топа, 2 топа, 2 топа и по нулям. Разложились по зонам последние два участника соревнований. Большое спасибо всем тем, кто подписался на мой Patreon канал. Вы помогаете выпускать ролики более качественно и больше времени проводить за разбором и озвучкой соревнований. Также снимать влоги. Даже небольшая подписка в $1 поможет мне больше времени уделять разборам соревнований, а также ездить на разные скалы, чтобы влоги были намного интереснее. Пока!